Всем доброй ночи, друзья мои. Сегодня немного вышла поразвеяться, потому как очень много накопилось уже этой тяжелой энергетики после работы с людьми. Но вы знаете, что у меня такой принцип: делу время, а потехе час. И теперь я вернулась к делам и продолжаю с вами работать и дарить вам то самое бесценное, которое вам будет помогать в жизни. Я хочу поблагодарить за вот этот волшебный подарок куклы в национальных костюмах народов мира. Потому как человек, который мне это подарил, наверняка понимал, что они мне пригодятся именно для определенных декораций, когда я буду показывать ритуалы разных народов. И вот сегодня перед вами персианка. Но наверняка вы такой национальный костюм видели у женщин, если они в России живут, а их множество, живут люди с семьями, у таджикских женщин подобный костюм. Еще раз напомню, что таджик от слова тадж, что означает корона, коронованные, если так перевести. Вот тот самый Таджикистан, кстати, он называется Таджикистан. Вообще в фарси очень мало звучания «а». Чосшмон, глаза, Таджикистан и так далее. Чайхона. Они делают акцент на «о». И причем протяжность, как бы окончание слова, оно тянется. Это особенность языка. Так вот, эта область, она принадлежала шахам, персидским шахам. Это была именно их область, и оттуда они брали себе войско. Так что таджики, они были лучшие воины шахского войска. То есть те же самые персы просто принадлежали шахскому войску. Они составляли его личную охрану. Одно время эту личную охрану, которая состояла из 10 тысяч воинов, это была личная охрана царей Персии, а потом уже шахов Персии. Их называли матиан, что означает вечные или бессмертные. Бессмертные полки назывались. Почему так? Потому что если кто-то погибал, тут же на его место приходили дополнительные, как бы на этот случай предусмотренные дополнительные воины запаса. И поэтому тем людям, то есть тем воинам, которые сражались с персами, им казалось все время, что они бессмертны, они не умирают. То есть их сколько не убивают, все равно они с тем же составом, сколько есть. Вот в этот матьян входили именно таджики, царственные войска или войска царя, личная охрана. Это так, просто между делом, чтобы вы знали, что народы, которые живут на территории России, что среди этих народов есть очень древние народы с древней историей, и эта история заслуживает уважения. Пойдемте далее. Персы. Один из древних народов мира. Персидская держава. Ахемениды, Кеяниды – это самые первые мифические цари Кеяниды, и про них описывает Фирдуси в своей книге «Шахнаме. Жизнь шахов». Вообще, я вам советую посмотреть таджик-фильм «Сухроб и Рустом». Нет, неправильно. Да, Рустом и Сухроб. Сиявуш и Рудабе. Это замечательные картины, очень достойные, и их смотрели, их оценили даже иностранные зрители, считая их наилучшими историческими картинами. Так вот, перед вами
персианка в национальном костюме. И говорить мы будем сейчас о персианке, об очень умной женщине, которая оставила свой след в истории, как Перихан Бегум. Звучит, мы как бы говорим Бегум, но немножко так, если именно в наречии персидском, он как бы Бегюм, вот так вот проглатываясь одну букву, так называли. Но и иноверцы, иностранцы называли Бегум. И объясню почему. Во-первых, ее имя Перихан. Пери. Мифические, прекрасные женщины, которые отдавали воинам за их боевые заслуги. То есть, если человек воевал за родину, то там он имел право наслаждаться вечной любовью Пери. И чем больше он имел этих заслуг, тем больше Пери ждали его в раю. Так считалось. Хочу вам сказать, что это философия доисламская. Если кому кажется, что это связано с исламом, нет. Ислам перенял это. Но это философия. Ты что ж там, язык заплетается, устала. Философия доисламская. Так вот, Пери, та самая мифическая Пери, хан, главенствующий военачальник. Не удивляйтесь, это восточная особенность имен, что означает главный среди Пери. То есть ханствующая, царствующая Пери. Это первая часть. Второе. Бегюм, хатун. Разные есть у него обозначения и титулы. Что вообще означает, почему вот ханум, хатун, далее султаном. Это все восточные термины, которые прочно вошли в тюркский язык и больше сохранились в тюркском этносе. Это идет еще с востока. Ханум означает моя ханша или моя госпожа. Хан, господин, предводитель. Ханум, женщина. Женское название, женский вариант слова хан, ханум. Означает моя. Например, армяне, переняв тоже восточные вот эти слова, выражения, называют джаном. Это западноармянское выражение джаном, душа моя. У турок олум, мой сын. Не просто сын, а именно мой сын. Кызым, дочь моя. Ханум. Есть особенность вообще в тюркском языке проглатывать последние буквы. Не ханум, а ханным. Ну, так они говорят. Вообще, моя ханша переводится. Султаном. Дальше хатун. Хатун означает королева или царица. Это именно фарси. Древний фарси, может быть, даже корнями уходит пехлевицкий язык. Так вот, вот эти особенности. Михин Бану была такая царица. Или Банум. Это все звучание, означающее моя госпожа, моя повелительница и так далее. Вот здесь бегум, бек, предводитель, главный, бегум, главная, предводительница, важная, достопочтенная и так далее. Так вот, Перихан Бегум, дочь Тахмаспа, Шаха Тахмаспа и его черкесской жены, султан Акха Ханум. Родилась прекрасная, красивая дочь, Перихан. Мы знаем, что черкешенки вообще славились красотой, и во всех гаремах именно они занимали главенствующие должности, роли. Та самая знаменитая жена султана Сулеймана и мать его старшего сына Махидевран тоже была черкешенка. Так вот, Перихан Ханум была настолько разумна, образована, интересна, что с 11 лет показала свой разум, свои знания, завоевала доверие вельмож. Они приходили к ней на поклон, если хотели что-то попросить у Шаха Тахмаспа.
Вот до такой степени ее авторитет был непоколебим. Он ее очень любил, баловал, позволял больше, чем другим своим дочерям. Ее называли умнее других шахских принцесс. Она давала советы отцу. Говорят, что она обладала определенным даром ясновидения, и поэтому могла сказать своему отцу, что будет, как ему поступить, чтобы не ошибаться в каких-то своих действиях. И отец начал прислушиваться к ней. Она, скажем так, из сефевидской династии. Были сефевиды, саманиды, сасаниды, много различных династий управляли Персией в свое время. Хочу сказать, что отец ее выдал замуж. Но почему-то она не пошла жить со своим мужем. Официально она была замужем, но она не согласилась идти и жить. Будучи мусульманкой, невзирая на религию, все-таки она занималась магией, и отец на это закрывал глаза. Он сам лично выписывал ей книги, говорят, определенные древние книги, которые она изучала с таким иступлением. У нее в услужении был огромный штат ведьм, колдунов, жрецов. Ее саму называли ведьмой, потому что считали, что в 11 лет иметь такой пытливый ум, такие знания, давать взрослому шаху какие-то советы и пользоваться его доверием до такой степени, еще будучи ребенком, это просто так не бывает, что она подчинила себе и отца, и братьев, и всех вельмож, и управляет. Когда ее отец умер, значит, покровительствует ей уже ее брат, один из ее братьев. Но до этого, хочу сказать немножко о ее замужестве, еще раз вернуться к этому. Отец выдает ее замуж, хочет ее счастья, выдает ее замуж за Бадиаз-Замана, который был дальний родственник, некоторые говорят, что был двоюродным братом, то есть сыном ее дяди Бахрама Мирзы. Но она настолько не хотела за него замуж, и настолько не хотела уходить, и невзирая на то, что шах назначил его губернатором Систана и просил, и дочь уговаривала идти с ним жить, она ни в какую не соглашалась, и она осталась во дворце своего отца. Более того, как только уже начали настаивать на том, чтобы она уехала к мужу, ее мужа убивают. И она все-таки добивает своего, она не уезжает. Ей замужество не интересно. Ей интересно управление. Для своего времени это была очень разумная женщина. Наизусть знала многие знаменитые книги того времени, богословные книги, могла спорить с учеными, как говорят, и она могла их переспорить, убедить в чем угодно. Дворец Перихан-Ханум, построенный ее отцом шахом Тахмаспом I, был очень шикарен, великолепен. И даже на протяжении многих лет этот дворец пользовался успехом у персидских шахов. Например, шах Аббас I очень любил там отдыхать. Это была его летняя резиденция. То есть оно действительно стоило того. То есть вот представьте, это сначала маленькая девушка, хрупкая, потом юная девушка имела какое влияние. Такие люди, они просто так не могут иметь такое влияние. Наверняка у них за плечами есть некая сила. Хочу вам сказать, что когда отца не стало, начались междоусобные войны. Это очень долгий вопрос, но между дядей, племянником, другими племянниками, сыновьями шаха начались вот эти кровопролитные войны. И один из этих сыновей, Исмаил, просит сестру
освободить, помочь освободиться ему из темницы, поскольку его бросили в темницу, чтобы он вдруг, скажем, не вздумал занять престол отца. В то время на престоле был султан Хайдар. То есть его бросают в темницу, и он просит свою сестру помочь ему в этом деле. Поскольку дяди черкесы, принцессы, они имели определенный вес, она делает таким образом, чтобы с помощью своего дяди султан Хайдар был убит. Заходит в его покой, его убивают. И восходит на трон Исмаил. И известен историк как Исмаил II. Дорогие друзья, есть одно сведение. Когда ее судили, потому что эту умную девушку казнили, когда ее судили, у нее находят определенные книги, определенные записи, и там есть заклинания, заговоры, и ее осуждают за то, что она имела какие-то связи с джиннами, то есть она занималась колдовством, хотя в то время, когда она это делала, все знали, никто не мог ничего сказать. Но когда она лишилась власти, эти судебные дела начались против нее, и там сказано о том, что она призналась, Перихан, что она могла править и управлять людьми с помощью джиннов и с помощью духов древних. И всю жизнь могла бы пользоваться успехом, но она нарушила единственный запрет, за что она получила это наказание, казнью, и понимает, что это заслужено. Потому что когда ее учили, то есть обучали ее, ну, я вам говорила, что у человека, если есть сила и обучение, и прочее, дает результат. И вот та колдунья, которая ее учила, как нужно добиваться успеха, она сказала, что единственное условие того, чтобы она вечно царствовала и всегда пользовалась любовью братьев, отца и окружения, единственное условие, она не должна ни в коем случае проливать родную кровь. Если она прольет родную кровь, то она лишится этого покровительства, защиты, и ее убьют. Но, видимо, у нее не было иного выхода, или она посчитала, что это не очень серьезно, или, может быть, отнеслась к этому скептически. Я говорю, что единственное нарушение того, что тебе сказали, нельзя нарушать, только это может ведьму привести к катастрофе. Что, собственно, с ней случилось? Она сначала убила с помощью своих дядев, там, дядьев, да, так правильно звучит, султана Хайдара, своего брата. Потом она покушается на жизнь второго брата. Она убивает Исмаила II и сажает на трон Мухаммада Худабенде. Это был один из ее братьев, слабоумный, почти слепой, поскольку Исмаил убрал всех своих братьев и хотел убрать Перихан, и он сказал, что женщине нечего вмешиваться в дела государственные, хотел от нее избавиться. И она решила, что надо его убрать. И она его убрала. Она убрала второго кровного своего брата, это Исмаила. То есть она второй раз нарушает сказанные, да, данные ей наказ о том, что она не имеет права убивать родную кровь. Только тогда она лишится своего покровительства. И вот так бы она и правила от лица своего полуслепого брата и с его помощью, если бы не вмешалась туда его жена Хейран Ниса Бегим. Кстати, скажу еще раз, что Бегум, Бегим, Бегум – это все правильное название. Ну, чтобы вы понимали, что это одно и то же название, просто по-разному, на всякий случай. Потому что по-разному я называю, по-разному звучит. И она стала инициатором того, что ее обвинили в колдовстве и казнили. Ну, естественно, там было еще обвинение покушения на жизнь шаха и прочее, прочее. Так вот, в судебном деле
были ее заклинания. Один из них я хочу вам подарить. Это очень сильная работа. И получила я от своего хорошего друга, который давно изучал эти все архивы в Ширазе, в Исфахане. И он мне передал некоторые такие архивные записи. И я вам хочу сказать, что эти записи, конечно же, они закрыты. Они нигде не опубликуются, нигде там не сказано. Поскольку это исламская страна, и опубликовать такое, это значило бы учить женщин, как надо делать. Но в истории, в летописях сохраняется подробное описание суда над Перихан-бегим, где она объясняет и признается, и в этих записях, то есть эти все записи кропотливо перенесены, переписаны, там какие у нее нашли записи, что там было написано, чтобы доказать ее связь с джиннами. И написано было, то есть сказано, почему она подверглась казни. Потому что она нарушила то, что ей нельзя было нарушать. Она пролила родной крови. Но до того момента, пока она не переступила этот закон магии и успешно правила, ей помогали эти заклинания. Так вот, раз они ей помогали, и она смогла в 11 лет завоевать любовь отца, стать знаменитой дочерью хана, то есть шаха, извиняюсь, и оставить свое имя на долгие века, это значит, что то, что она говорила, то, что она заклинала, оно имело огромную силу. Согласны со мной? Я сегодня хочу вам подарить этот ритуал. Но этот ритуал для того, чтобы получить заветное, то, что вы хотите. Это не касаемо мужчин или чего-то еще, а именно сейчас, в данный момент, что вы хотите. Очень важная вещь, которая вам нужна. Хотите ли достичь дома, да, то есть купить дом? Хотите ли родить ребенка? Может быть, поможет и в этом деле. Хотите ли, чтобы в семье был мир? Хотите ли удержать своего мужа дома, чтобы он не ушел? В конце концов, и такие есть желания у некоторых женщин. Хотя я их не понимаю, ну да ладно. Берете 6 монет, 6 красных лент, вино. Откройте дома, чтобы там не искать штопор. И 6 камней, обычные камни. Соберите камни, где хотите. Обычные маленькие камни. Идете в лес или в парковую зону, лесопарковую. У себя нельзя в огороде это делать. Под каждым деревом кладете одну монету, привязываете красную ленту к дереву, к ветке дерева. Кладете рядом камень, то есть внизу опять же камень. Открывайте вино, слегка налейте туда, на землю, закройте это вино. Скажите это заклинание. Отвернитесь, уходите, не оглядываясь. К другому дереву. То же самое, те же самые манипуляции возле другого дерева. И так дальше. Идете до 6 деревьев. Все это сделали. Отворачивайтесь, уходите без слов. Если у вас получится то, что вы хотите, вы откупаетесь на алтарь ведьмы, который вам это дарит. Я некоторые сильные ритуалы именно таким образом вам дарю, с таким условием. Объясню почему. Потому что люди не понимают, что такие сильные ритуалы, такие силы, они берут энергию. И пока ты им не скажешь, пока в бок не толкнешь, они не поймут, что нужно откупиться, отдать что-либо в благодарность тем силам, которые через этого человека тебе дали. Я не знаю, кто будет их делать, я не хожу, не проверяю, но вы для себя, если хотите, дальше, чтобы эта сила вам помогала, вы должны откупаться таким образом. Можете ли вы просить продление жизни для человека? Можете. Но лучше, конечно, обратиться сначала к знающему человеку и понять, что там,
Возможно ли, не безнадежно ли? Итак, я вам объяснила, как нужно делать, а теперь слова. Авсун кардан, шашдев, инчобио, вохумане, друч, акамана, насу, индра, нахатья, паридан баман, ичро кардан, дархостиман. Свое желание. Коротко и по существу. Шох и дон. Равшани ваторики. Мох ве офтоп. Худоен вадевхо. Мумкинаст. Здесь приводится очень древние названия древних духов, чтобы вы знали. Духи, дарующие доброе начало, духи, дарующие злое начало, духи тьмы, духи света. 6 духов, 6 демонов, девов. Авсун кардан, шашдев, инчобио, вохумана, друч, акамана, насу, индра, нахатья, паридан баман, ичро кардан, дархостиман. Желание. Шох и дон, ровшани ваторики, мохва офтоп, худойон вадевхо, мумкинаст. Еще раз. Авсун кардан, шашдев, инчобио, вохумана, друч, акамана, насу, индра, нахатья, паридан баман, ичро кардан, дархостиман. Желание. Шох и дон, ровшани ваторики, мохва офтоп, кудойон вадевхо, мумкинаст. И так 6 раз. Я вам все объяснила и все сказала. И запомните, если все делать правильно, силы вам помогут. Силы помогали ей тоже на протяжении многих лет. Ей подчинялись шахи, визири, знать, братья, близкие. Она жила в великолепном дворце, она была окружена любовью и всем чем угодно. И только тогда, когда она стала нарушать откровенно то, что нельзя было нарушить, она все потеряла. Вот о чем речь. Если бы она не вмешалась в эти процессы, очень может быть, что дальше смогла бы править, управлять и добиваться всего. Потому что ни одна царевна, принцесса, дочь шаха до и после нее не имела такого влияния, как она с малых лет. Известна ее мудрость с 11 лет, что на самом деле просто невероятно, даже для нашего времени, а там уж древние века. Но это была реальность. Всем удачи и всех благ.